Он давно перестал верить в любовь. Дэниел был из тех мужчин, что живут не сердцем, а расчетом. После череды неудачных отношений и предательства он решил, что чувство – роскошь, а брак – всего лишь сделка. В один вечер, просматривая сайт международных брачных агентств, он наткнулся на анкету, которая привлекла внимание не внешностью, а странной припиской. Никто не хочет ее брать. Ни фотографии, ни личных данных, только имя – Лия. Любопытство победило здравый смысл. Агент уверял, что девушка воспитанная, молчаливая, с тяжелой судьбой. Все мужчины, с которыми ее пытались познакомить, исчезали после первой встречи. Почему? Агент не объяснил. Дэниел решил, что хуже уж точно не будет. Документы оформили быстро, и через неделю Лия прилетела к нему. В аэропорту он стоял с табличкой, не зная, кого именно ждет. Когда из потока людей вышла хрупкая фигура в простом пальто, он сначала даже не понял, что это она. Лия подошла неслышно, словно тень. «Дэниел?» – тихо спросила она. Он кивнул, не в силах произнести ни слова. Лицо ее было не уродливым, нет, наоборот, оно казалось слишком правильным, почти нереальным. Гладкая кожа, огромные серые глаза, но что-то в этом лице вызывало тревогу. Оно было неживое, как будто выражение на нем застывало, не подчиняясь эмоциям. В машине он пытался завести разговор, но Лия отвечала коротко, холодно, словно не понимала смысла слов. Казалось, она учится говорить прямо сейчас, копируя интонации. Когда они добрались до дома, Дэниел заметил странную деталь. В свете фар глаза Лии отражали свет, как у кошки. Этой ночью он не спал. Что-то было не так. Утром он нашел на кухне включенный ноутбук, хотя к нему никто не прикасался. На экране десятки папок с именами мужчин. В каждой фотографии, копии переписки, сканы документов. Все они когда-то покупали Лию. Ни один не оставил отзыв. Он медленно пролистывал файлы, пока не открыл последний. Там был его собственный паспорт. Шум за спиной заставил его обернуться. Лия стояла в дверях. Все то же лицо, та же безупречная кожа, и вдруг она улыбнулась. Неестественно широко, до ушей, как будто кто-то тянул ее кожу изнутри. «Теперь ты мой», — сказала она тихо. В тот момент Дэниел понял, почему от нее все отказались. Он попытался закричать, но горло будто онемело. Только теперь, навсегда.